С одной стороны, космос кажется пустым и безмятежным, но на самом деле он полон неожиданных сюрпризов. В недавнем времени астрономы сообщали о грозном приближении астероида, который мчался к Земле со скоростью 100 тысяч километров в час. Этот гигантский камень из космоса размером с несколько футбольных полей прошел на расстоянии чуть более 7 миллионов миль от нашей планеты, что в принципе является безопасным расстоянием в астрономии, но сам факт его приближения вызвал бурю эмоций и интереса в научном сообществе и среди любителей астрономии. Согласно расчетам, этот астероид, известный как номерный объект, был открыт всего за несколько дней до его прохождения. Ученые предсказывали его траекторию с высокой точностью, но все же, когда он оказался на горизонте, зрители по всему миру не могли отвести взгляд от ночного неба. Телескопы улавливали его движение, и наблюдатели делились фотографиями, где был виден этот загадочный объект. Это было не просто наблюдение, это был миг, когда человечество снова осознало свою уязвимость перед безбрежным космосом. Но, как это часто бывает в астрономии, каждый момент близости небесных тел наполнен тайнами и загадками. Учитывая его скорость, астрономы с замиранием сердца следили за тем, как астероид двигался к перигею, точке его ближайшего расстояния к Земле. Научные данные показывают, что подобные астероиды могут быть как потенциальными угрозами, так и потенциальными источниками полезных ресурсов. В этом случае, однако, весь мир наблюдал за ним с опаской, понимая, что даже если он пройдет мимо, его присутствие в нашей Солнечной системе ни в коем случае не следует недооценивать. Пока ученые следили за изменениями в его траектории, на Земле астрономы начали подготовку к следующему этапу наблюдений. Они запускали различные инструменты, чтобы лучше понять состав астероида. Возможно, он содержал редкие минералы или даже воду, которые могли бы быть полезны в будущем для космических исследований. Научные лаборатории активизировали свои исследования, чтобы выяснить, как лучше всего использовать информацию, полученную от этого астероида. И вот, когда астероид достиг максимально близкой точки к Земле, на горизонте вдруг произошло нечто неожиданное. Его траектория, которую ученые так тщательно отслеживали, начала меняться. Вместо того, чтобы продолжить свой путь в глубины космоса, он как будто наткнулся на невидимую преграду или был захвачен гравитационными силами нашего мира. Это привлекло внимание не только ученых, но и простых людей, которые с любопытством следили за новостями. Как так могло случиться? Сейчас важно понять, что изменения в траекториях астероидов могут происходить по множеству причин. Иногда это может быть вызвано взаимодействием с другими небесными телами, иногда эффектом солнечного ветра, который может изменить направление движения объекта. Ученые начали спешно собирать данные, чтобы выяснить, что именно произошло в этом случае и какие последствия могут ожидать Землю в ближайшем будущем. Интрига нарастала, и на фоне растущего волнения в научном сообществе возникало много вопросов. Какова будет дальнейшая судьба этого астероида? Как его изменение траектории повлияет на нашу планету? Ученые работали день и ночь, чтобы проанализировать ситуацию, ведь от этого зависела не только их репутация, но и безопасность всего человечества. Весь мир с замиранием ожидал новых новостей, которые открывали бы завесу тайны над этим необычным космическим событием. Скорость астероида, мчащегося к Земле, поражает воображение. 100 тысяч километров в час – это скорость, с которой он пересекает просторы космоса, подобно стрелам, выпущенным из невидимого лука. Для сравнения, это в 10 раз быстрее, чем самые быстрые автомобили на нашей планете. Астероиды подобного размера и скорости – это не просто камни, летящие в бездне, это огромные объекты, которые могут нести в себе загадки и угрозы. С момента открытия астрономы начали собирать данные, пытаясь вникнуть в природу этого космического тела. Его состав, форма и орбита – все это играло важную роль в предсказании его поведения. Ученые тщательно анализировали изображения, полученные с помощью мощных телескопов. Визуальные данные помогали определить, из чего состоит астероид. Некоторые астероиды могут содержать большое количество металлов, таких как никель и железо, которые были бы ценными для будущей добычи в космосе. Но с каждым новым observation ученые понимали, что этот объект, возможно, не просто ценный ресурс, а потенциальная угроза. Если траектория астероида изменится, он может стать ближе к Земле, чем предполагалось. Специалисты по небесной механике работали над моделями, которые показывали поведение астероида в условиях гравитационных взаимодействий. Они знали, что каждая мелочь, даже малейшее влияние, может изменить его курс. Астрономы вспомнили о других случаях, когда астероиды меняли свою траекторию под воздействием соседних объектов или солнечного света. Иногда даже гравитация Луны или других планет могла стать решающим фактором. Это заставляло их быть в постоянной готовности, ведь каждая минута могла приносить новую информацию. Наступил момент, когда астероид приблизился к своей минимальной точке. В этот момент произошла настоящая буря среди астрономов. Их приборы фиксировали изменения в его скорости и направлении. Как будто в ответ на невидимый сигнал астероид изменил свой курс и направился обратно. Это повергло в шок научное сообщество. Как такое могло случиться? Ученые были в замешательстве.
Некоторые предполагали, что он оказался под влиянием гравитации Земли, другие говорили об эффектах, связанных с солнечным ветром, который мог оказать давление на его поверхность. Проанализировав данные, ученые начали строить гипотезы. Если астероид действительно изменил путь из-за гравитационного взаимодействия, это означало, что он мог стать угрозой для нашей планеты. Вот тут-то и возникли вопросы о возможных последствиях. Каждый новый расчет мог привести к новым открытиям, которые бы изменили представление о рисках, связанных с космосом. Ученые работали круглосуточно, стараясь понять, как это событие может повлиять на Землю. Между тем, мир продолжал следить за развитием ситуации. Новости о таинственном астероиде заполнили заголовки газет и новостных программ. Люди чувствовали, как нарастающее напряжение доводит их до предела. Ученые, в свою очередь, понимали всю серьезность ситуации. Если бы астероид продолжил свой путь в сторону Земли, последствия могли бы быть катастрофическими. Именно поэтому научное сообщество объединило усилия, чтобы оценить вероятность столкновения и выработать стратегии реагирования на возможную угрозу. Каждая минута была на вес золота. Параллельно с наблюдениями астероида работали над альтернативными сценариями в случае, если тот направится к Земле. В взаимодействии гравитации и других сил заключалось множество тайн, которые требовали быстрого разрешения. Напряжение нарастало, и все ожидали, что новые данные прибудут в любое время. Ученые не оставляли надежды. Возможно, им удастся не только предсказать поведение астероида, но и предотвратить потенциальную катастрофу. Так, с каждым новым открытием вопрос о возможностях астероидов и их воздействии на Землю стал еще более актуальным. Ученые знали, что это событие не просто случайность, а часть более широкой картины, которая требует внимания и анализа. Кто знает, какие тайны и угрозы скрыты в безбрежном космосе? И какие последствия могут ожидать нашу планету, если астероид решит вернуться? Вопросы оставались, а все больше людей начинали осознавать, что космос может быть полон неожиданностей. Изменение траектории астероида стало настоящей сенсацией в астрономическом сообществе. С того момента, как он начал свой путь к Земле, ученые тщательно следили за его курсом, но никто не ожидал, что он вдруг изменит направление. Это событие моментально привлекло внимание не только астрономов, но и широкой публики. Как такое могло произойти? Этот вопрос звучал в умах многих, и Data Scientists по всему миру начали активную работу, пытаясь понять природу этого явления. Согласно первоначальным расчетам, астероид двигался по предсказанной траектории, и его поведение соответствовало стандартным моделям астрономических объектов. Однако в какой-то момент все изменилось. Ученые заметили, что его скорость начала колебаться, и направление движения стало непредсказуемым. Это вызвало бурную реакцию среди астрономов, которые начали активно проверять данные своих телескопов и алгоритмы вычислений. Им нужно было выяснить, что именно произошло в этот критический момент. В этом контексте они вспомнили о том, что в космосе существует множество факторов, которые могут повлиять на движение небесных тел. Одним из таких факторов был эффект гравитационного взаимодействия с другими объектами. Возможно, астероид прошел вблизи другого планетарного тела или столкнулся с потоками солнечного ветра, которые могли нарушить его траекторию. Астрономы начали собирать данные, чтобы определить, что именно вызвало этот неожиданный поворот. В течение нескольких часов после изменения траектории ученые работали в режиме нон-стоп, анализируя информацию и строя новые модели. Модераторы данных начали загружать все доступные архивы наблюдений за астероидом, чтобы выяснить, как и когда произошли изменения. Ученые также начали рассматривать возможные сценарии дальнейшего движения этого объекта. Какой путь он мог выбрать теперь и каково было бы его новое направление? Эти вопросы стали основными в их исследованиях. К тому времени, как прошло несколько дней, ученые пришли к выводу, что, вероятнее всего, астероид оказался под воздействием гравитации Земли. Это могло произойти, когда он оказался достаточно близко, чтобы гравитационные силы начали действовать на него. Так как его размеры внушали опасения, а скорость все еще оставалась значительной, этот факт стал предметом обсуждения в научных кругах. Ученые начали разрабатывать стратегии, как лучше всего отследить его новое движение и какие меры стоит предпринять в случае, если он изменит свою траекторию еще раз. Помимо этого, важно было понять, сколько времени осталось до нового приближения. Ученые начали делать предположения о том, когда астероид может снова оказаться на близком расстоянии от Земли. Если его курс продолжит изменяться, это может стать настоящей угрозой. В это время в научных лабораториях проводились активные исследования, чтобы выяснить состав астероида. Если он содержит полезные элементы, это может стать не только катастрофой, но и возможностью для человечества. Интерес к этому объекту рос как среди специалистов, так и среди обычных людей. Запускались различные программы для анализа и отслеживания астероида в реальном времени. Это обеспечивало постоянный поток информации и поддерживало напряжение среди исследователей. С каждым новым сообщением о ходе событий интерес к астероиду только возрастал. Ученые понимали, что им необходимо донести информацию до населения, чтобы люди были осведомлены о потенциальных угрозах.
Важным аспектом исследования стало взаимодействие с другими небесными телами. Специалисты начали изучать, как другие планеты или даже Луна влияли на движение астероида. Эти факторы могли оказать решающее влияние на его поведение, и это требовало тщательного анализа. Ученые сравнивали текущие данные с предыдущими случаями изменения траекторий других астероидов, чтобы понять, какие обстоятельства могли привести к такому повороту. Когда новое направление астероида стало более предсказуемым, ученые сосредоточились на оценке его потенциала как угрозы. Проведенные расчеты показывали, что если он продолжит двигаться по измененному курсу, он может стать ближе к Земле, чем предполагалось ранее. Это создавало напряжение среди исследовательского сообщества, так как каждая новая информация могла повлечь за собой изменения в стратегии защиты от потенциального удара. По мере того, как наблюдения продолжались, мир с нетерпением ждал новостей. Заголовки в СМИ становились все более захватывающими, привлекая внимание молодежи и старшего поколения. Люди начали обсуждать эту ситуацию, осознавая, что космос полон неожиданностей. Астрономы работали над оценкой ситуации в режиме реального времени, и каждая новая информация могла изменить представление о судьбе астероида и его влиянии на Землю. Таким образом, изменение траектории астероида стало не просто научным событием, а настоящей вселенской загадкой, требующей дальнейшего изучения и внимания. Теперь важно понять, какую угрозу он может представлять для нашей планеты и какие шаги нужно предпринять, чтобы минимизировать возможные последствия. Научные исследования, проводимые в этот момент, играли решающую роль в обеспечении безопасности всего человечества перед лицом космических вызовов. Как же именно астероиды могут угрожать Земле? Это вопрос, который волнует ученых и простых граждан. Космос полон объектов, которые могут представлять риск для нашей планеты, и астероиды – один из самых ярких примеров. Каждое небесное тело, входящее в нашу Солнечную систему, движется по своей орбите. Однако даже малейшие изменения в этих траекториях могут привести к катастрофическим последствиям. Ученые уже много лет изучают, как различные факторы могут влиять на движение этих космических объектов. Первое, что следует отметить, это характер орбит астероидов. Многие из них находятся в поясе между Марсом и Юпитером, но некоторые имеют эксцентричные орбиты, которые периодически приближают их к Земле. Именно такие объекты вызывают наибольшее беспокойство. Когда астероиды сближаются с нашей планетой, существует вероятность, что они могут быть подвержены гравитационному притяжению Земли, что может изменить их курс. Например, если астероид пролетает рядом с нашей планетой, его траектория может измениться, и он станет двигаться в сторону Земли с гораздо большей вероятностью столкновения. Кроме этого, существует так называемый эффект Яркевича, который описывает, как солнечное излучение может оказывать влияние на движение астероидов. Это происходит потому, что при нагревании одного из боков астероида он излучает тепло, что создает давление и может изменить его направление. Ученые заметили, что даже незначительное изменение в температуре может оказать серьезное влияние на курс астероида, что подтверждает необходимость постоянного наблюдения за этими объектами. Важным аспектом угрозы, которую представляют астероиды, является их размер. Даже сравнительно небольшой объект размером с дом может вызвать разрушение в случае удара о Землю. Примеры разрушительных столкновений, происходивших в прошлом, наглядно демонстрируют это. Например, астероид, который, как считается, привел к исчезновению динозавров, был около 10 километров в диаметре. Столкновение вызвало глобальные катастрофы, от мощных землетрясений до гигантских цунами и изменения климата. Кроме того, астрономы изучают состав астероидов. Некоторые из них содержат ценные минералы, такие как золото, платина и редкоземельные элементы. Конечно, это открывает возможность для их разработки в будущем, но в то же время поднимает вопрос безопасности. Если астероид изменит свою траекторию и направится к Земле, последствия могут быть разрушительными, и человечество должно быть готово к этому. В последние десятилетия наблюдается рост числа астероидов, которые были открыты и классифицированы. Используя мощные телескопы и системы слежения, ученые могут предсказать подходы и возможные столкновения. Это позволяет им заранее оценивать риски и разрабатывать стратегии по предотвращению потенциальных катастроф. Современные технологии позволяют отслеживать астероиды с высокой точностью и получать данные о их скорости, размере и составе. К примеру, в 12 месяце 2020 года был зарегистрирован астероид, который прошел в непосредственной близости от Земли, и астрономы смогли предсказать его траекторию с высокой точностью. Это дало возможность провести симуляции и выяснить, как его траектория будет изменяться при взаимодействии с гравитационными полями планет. Знания об этих объектах могут помочь человечеству заранее готовиться к возможным угрозам. Важно отметить, что ученые используют различные методы для предотвращения столкновения астероидов с Землей. Одним из наиболее обсуждаемых подходов является изменение траектории астероида с помощью воздействия на него. Это может быть сделано с помощью космических аппаратов, которые могут быть запущены в сторону астероида и должны изменить его курс с помощью силы или взрывов.
Такие миссии требуют много времени на подготовку и высоких технологий, но с каждым годом человечество становится все ближе к тому, чтобы реализовать такие планы. Научно-исследовательские центры по всему миру продолжают изучать астероиды и разрабатывать планы на случай их угрозы. События последних лет показывают, что мир должен быть готов к неожиданным вызовам. Понимание природы астероидов и их потенциальные угрозы – это не просто задача для ученых, это вопрос безопасности всего человечества. Таким образом, понимание того, как астероиды могут угрожать Земле, имеет важное значение для защиты нашей планеты. Каждое новое открытие в этой области открывает перед нами новые горизонты. Неизвестность и непредсказуемость космоса подчеркивают важность постоянного наблюдения и научных исследований. С каждой сделанной находкой человечество становится чуть ближе к тому, чтобы предсказать и, возможно, предотвратить угрозы, которые могут прийти из глубин космоса. Если астероид действительно направится к Земле, последствия могут быть катастрофическими. Ученые знают, что даже небольшой объект размером с дом может вызвать разрушение. Примеры из истории, такие как астероид, который, как считается, привел к исчезновению динозавров, подчеркивают риск. Этот астероид имел диаметр около 10 километров, и его удар вызвал глобальные катастрофы. От мощных землетрясений до гигантских цунами и резкого изменения климата. Нынешняя угроза, исходящая от астероидов, тоже требует серьезного внимания. Когда объект приближается к Земле, он может не только вызвать разрушение при столкновении, но и вызвать цепную реакцию с другими небесными телами. Если астероид ударится о Землю, он может запустить огромные волны, которые охватят прибрежные районы, нанося неописуемый ущерб. В результате возможны разрушения инфраструктуры, жертв и даже долгосрочные изменения в экосистеме. Кроме того, выбросы пыли и газа в атмосферу могут вызвать временное изменение климата, что станет дополнительной угрозой для человечества. Ученые обсуждают методы оценки потенциальных последствий. Они используют компьютерные модели для симуляции различных сценариев. Эти модели помогают прогнозировать последствия удара в зависимости от размера астероида, его скорости и угла столкновения. Например, если астероид размером 300 метров в диаметре попадет в океан, он может создать цунами высотой более 100 метров, которое будет нести разрушение на многие миль от берега. Анализ таких сценариев помогает предсказать, какие районы будут наиболее уязвимыми. Кроме того, при столкновении с Землей астероид может выбросить в атмосферу огромное количество пыли и обломков. Эти частицы будут блокировать солнечный свет, что приведет к кратковременному похолоданию на планете. Это явление, называемое ядерной зимой, может вызвать глобальный голод и массовое вымирание видов. Так что последствия могут быть не только краткосрочными, но и долгосрочными, влияя на экосистему и пищевые цепочки. Научное сообщество активно работает над разработкой технологий, которые могут помочь предотвратить возможные столкновения. Одним из наиболее обсуждаемых методов является изменение траектории астероида с помощью воздействия на него. Это может быть сделано с помощью космических аппаратов, которые могут быть запущены в сторону астероида с целью изменить его курс. Такие миссии требуют высоких технологий и большой подготовки, но с каждым годом человечество становится все ближе к их реализации. Существует множество подходов, которые специалисты изучают для предотвращения столкновений. Например, один из методов включает использование ядерных зарядов, чтобы изменить направление движения астероида. Однако это вызывает множество этических вопросов и требует тщательного обдумывания. Ученые знают, что такие действия могут иметь непредсказуемые последствия, и поэтому они должны быть хорошо спланированы. Кроме того, важно отметить, что астероиды могут содержать ценные ресурсы. Некоторые из них состоят из металлов, таких как никель и платина, которые могут быть полезны для будущих космических исследований. Однако, если астероид направится к Земле, эта ценность может стать второстепенной по сравнению с угрозой, которую он представляет. Таким образом, каждая новая информация о астероидах вызывает у ученых не только интерес, но и тревогу. Наблюдения за астероидами стали приоритетными для многих научных организаций, которые работают над созданием систем раннего предупреждения. Эти системы помогут отслеживать небесные тела, подходящие к Земле, и обнаруживать потенциальные угрозы. Современные технологии, такие как мощные телескопы и автоматизированные системы наблюдения, становятся решающими в борьбе с космическими угрозами. К примеру, в 12 месяце 2020 года был зарегистрирован астероид, который прошел в непосредственной близости от Земли. Астрономы смогли предсказать его траекторию с высокой точностью, что дало возможность провести симуляции и выяснить, как его курс будет изменяться при взаимодействии с гравитационными полями планет. Эти знания могут помочь человечеству заранее готовиться к возможным угрозам. Важно также учитывать, что не все астероиды представляют угрозу. Многие из них имеют стабильные орбиты и не приближаются к Земле. Тем не менее, даже небольшой процент объектов, которые могут изменять свои траектории, требует постоянного наблюдения.
Научные исследования, проводимые в этой области, играют решающую роль в обеспечении безопасности всего человечества перед лицом космических вызовов. Таким образом, вопрос о том, что будет, если астероид ударит в Землю, остается открытым. Ученые продолжают изучать возможные последствия и разрабатывать стратегии для минимизации рисков. Понимание природы астероидов и их потенциальные угрозы, это не просто задача для специалистов, это вопрос безопасности для всей планеты. Неизвестность и непредсказуемость космоса подчеркивают важность постоянного наблюдения и научных исследований. С каждым новым открытием человечество становится чуть ближе к тому, чтобы предсказать и, возможно, предотвратить угрозы, которые могут прийти из глубин космоса.